Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень вкусные ПП-эклеры. Эти пирожные позволяют бесконечно экспериментировать со вкусами, наполнять их любыми кремами и начинками, покрывать глазурью или кремом и декорировать любыми способами. Самое главное – освоить технологию. В этом я вам сегодня помогу. Чтобы добиться идеальных эклеров, я предприняла 11 попыток, и в этом видео покажу вам самый лучший вариант. Друзья, на канале моего мужа Артема вышел рецепт творожной запеканки, максимально приближенной по вкусу и текстуре к чизкейку. Готовится она за 5 минут и содержит 15 грамм белка на 100 грамм. Ссылка в описании под видео. Для теста нам понадобится 100 грамм цельнозерновой пшеничной муки. Подойдет также полбяная или овсяная мука. Очень важно выбрать глютеновые виды муки, так как глютен в эклерах – главный персонаж, вокруг которого вертится все приготовление. Можно лишь около трети муки заменить на безглютеновую, но эклеры в этом случае будут чуть менее воздушные. В сотейнике соединяем 200 грамм воды, 15 грамм масла, устойчивого к высоким температурам, у меня арахисовое нерафинированное, и 1 грамм соли. Отправляем на плиту и кипятим. В горячую жидкость всыпаем муку и тщательно размешиваем. Важно хорошо промешать, чтобы не осталось сухих комочков. Заваривание муки в кипятке – это первый этап активации глютена. Глютен, подобно клею, объединяет тесто. Благодаря этому, когда тесто попадет в духовку, нагреется и внутри него начнет образовываться пар, он не сможет выйти наружу из-за клейкой консистенции теста. Пару ничего не останется, кроме как надувать пузыри внутри теста и делать таким образом эклеры полыми внутри, что нам и нужно. Теперь мы отправляем сотейник на плиту и, тщательно помешивая, увариваем тесто в течение 3-4 минут. За это время тесто должно как бы закипеть. Конечно, оно не жидкое, полноценно кипеть оно не будет. Но если внимательно присмотреться, после того, как я убираю лопатку, тесто как будто вздувается в некоторых местах. И еще один показатель готовности – тесто начинает прилипать ко дну. Но у меня в антипригарном сотейнике этого почти не происходит. При уваривании мы избавились от лишней влаги и дополнительно активировали глютен. Добавляем в тесто яйца одно за другим. И перемешиваем тесто лопаткой или специальной насадкой для миксера, которая предназначена для перемешивания, а не взбивания. Венчик здесь не подойдет, так как он добавит пузырей в тесто, а это нам не нужно. После добавления 2 яиц тесто еще точно будет недостаточно жидким. Из 3-го яйца я добавляю сначала белок. Вымешиваю. Проверяю консистенцию теста лопаткой. Видно, что оно пока не стекает с лопатки. Значит, можно добавлять еще жидких ингредиентов, то есть желток. Если у вас небольшие яйца, то вам может потребоваться и 4 яйца. Если вы чувствуете, что тесто уже почти достигло нужной консистенции, а 3 или 4 яйца уже добавили, то можно добавить немного молока, буквально по 10 грамм. Должна получиться вот такая консистенция. Тесто не спеша стекает с лопатки плоской гладкой лентой и при стекании образует треугольник. До такой консистенции у меня ушло ровно 3 крупных яйца. Бывает, требуется еще немного молока. Для отсаживания эклеров желательно воспользоваться насадкой «Открытая звезда» с большим количеством зубчиков. Диаметр отверстия лучше всего брать больше 12 мм. У меня маленькая, отсаживать будет не так удобно. Вставляем насадку в кондитерский мешок, мешок в глубокий стакан и отправляем в него полужидкое тесто. Прежде чем завязывать мешок, из него желательно выгнать все пузыри. Для этого раскладываем мешок на столе, расправляем и выгоняем пузыри. Без них эклеры будут ровнее. Подгоняем тесто ближе к насадке и завязываем мешок. Оставляем его в холодильнике как минимум на 30 минут. Когда тесто отлежалось, срезаем кончик мешка и готовим противень. Я использую тефлоновый коврик, хоть он и довольно неприглядный, но на моих любимых силиконовых эклеры упорно трескались снизу.
Трещины никак не влияют на вкус эклера, только на его внешний вид. Я поставила тяжелый стакан, чтобы коврик не съезжал. Отсаживаю не спеша, потому что у меня небольшая насадка. Если отсадить совсем уж тонкие эклеры, то они не образуют полости внутри. Кончик каждого эклера я приподнимаю вверх и кладу на него же. Между эклерами оставляйте по 2-2,5 см. Чтобы кончики сверху излишне не поджарились, я их слегка прижимаю влажным пальцем. Отправляем эклеры в разогретую до 200 градусов Цельсия духовку и сразу снижаем температуру до 180. А еще через 10 минут убавляем температуру до 140 и выпекаем еще 40-60 минут. Оставшееся тесто, а здесь его примерно половина, можно использовать сразу, а можно хранить в холодильнике несколько дней или оставить в морозилке надолго. Для этого обязательно вытрите кончик насадки, чтобы тесто не подсыхало, иначе потом оно будет выходить из насадки не так ровно, как хотелось бы. Запаковываем его пищевой пленкой и храним столько, сколько требуется. А пока приготовим крем. Для эклеров можно использовать любой крем на ваш вкус. Они вкусны и с творожным, и с заварным, и с ПП вареной сгущенкой, и ягодным наполнителем. Я сделаю легкий апельсиновый крем на основе рикотты. Для этого соединяю в блендере 300 грамм рикотты и 25 грамм апельсинового сока. Если любите, можно добавить и цедру. Сюда же добавляем 7 грамм подсластителя. И тщательно перемешиваем до однородности. Получается довольно жидкий, очень нежный крем, но для эклеров он прекрасно подходит. Перекладываем крем в кондитерский мешок без насадки, либо нужна очень узкая насадка, и храним в холодильнике до готовности эклеров. Эклеры испеклись, когда при открывании дверцы духовки они не опадают, а сохраняют свою форму. И хотя открывать дверцу во время выпечки лишний раз не стоит, но если время прошло, вы решили их достать, а они начали скукоживаться на глазах, то сразу верните их в духовку и допеките. Они надуются снова от жара. Вот такие у меня получились эклерчики. Они в целом довольно ровные и красивые. Но я узнала кое-что новое о своей духовке. Это то, что по краям она печет намного сильнее. И как я ни старалась, хотя бы один боковой эклер всегда трескается. Поэтому для меня выход либо на этом не зацикливаться и просто покрывать его глазурью, либо отсаживать эклеры только на середину противня. Остальные эклерчики в целом довольно ровные. Они снаружи поджаристые, у них плотная корочка, а внутри довольно мягкие и не сухие. Вот так они легко пружинят. Чтобы начинить эклеры кремом, нужно сделать в них по 2 отверстия. Можно сверху под глазурью, можно снизу. Удобно воспользоваться небольшой острой насадкой, так отверстия получаются ровные. А можно использовать нож, чтобы получить небольшие отверстия. Таким же способом проделываем отверстия во всех эклерах. Для наполнения проделываем совсем небольшое отверстие в кондитерском мешке. Хорошо, если кончик мешка будет тонкий. Чтобы наполнить эклер, я направляю кондитерский мешок сначала в одну сторону, потом в другую. И так в каждое отверстие. В идеале, наполняя одно отверстие, вы видите, как крем дошел до второго. Это гарантирует вам, что эклер заполнен. На один мой эклер уходит 17-20 грамм крема. Перед покрытием глазурью желательно их немного остудить в холодильнике. Приготовим простую шоколадную глазурь. Для этого 25 грамм горького и 40 грамм молочного шоколада заливаем 35 граммами горячего, но не кипящего молока. И тщательно перемешиваем. На основе 2 видов шоколада получается очень вкусная глазурь. Довольно сладкая и при этом очень шоколадная. Пропорции замены я пропишу для вас в описании под видео. Ссылки на другой вариант шоколадной глазури тоже пропишу. Просто размешиваем до гладкости. Если не промешивается, прогрейте на водяной бане или импульсами в микроволновке. Переливаем глазурь в емкость, удобную для обмакивания. И окунаем эклер. Глазурь уже начинает остывать. Она не слишком текучая. А на прохладном эклере она довольно быстро схватывается.
Если вы чем-то планируете посыпать, то лучше сразу, пока глазурь еще жидкая. Нижнюю часть эклера оставляем без глазури, чтобы можно было взять эклер в руки и не запачкаться. Украшаем эклеры на свой вкус. Покажу вам несколько вариантов. Небольшие дольки апельсина. Их я покрыла гелем на агар-агаре, чтобы они не заветривались. Уже показывала этот способ покрытия фруктов в 2 тортах. Ссылку оставлю в описании. Эклеры можно покрыть как полностью, так и сделать асимметричный декор. Выложить его только с одной стороны. Также я выкладываю сублимированную малину и сушеный бутон розы. Один просто покрою сублимированной малиной. Кстати, есть способ декора и вовсе без глазури. Эклеры прекрасно смотрятся, если на них просто выложить с помощью насадки белый стабильный крем. И также добавить ягоды, фрукты, любой декор. Один эклер посыпаю миндальными лепестками. Если вы печете для себя и близких, и вам не слишком важны трещины и прочие внешние атрибуты, то вы можете не волноваться обо всех тонкостях. Просто следуя рецепту, вы точно приготовите вкусные ПП-эклеры. Если же для вас важна идеальная форма, то будьте внимательны ко всем нюансам, о которых я рассказала. И возможно, вам тоже потребуется время, чтобы приноровиться к своей духовке. Эклеры получаются очень вкусные. Снаружи хрустящая корочка, а внутри мягкий нежный крем. Даже просто эклер без декора очень аппетитно выглядит, особенно в разрезе. А с декором эклеры, на мой взгляд, предоставляют огромный простор для творчества. Это просто новая вселенная. А если учесть то, что можно использовать абсолютно любой крем для наполнения – карамельный, шоколадный, заварной, крем на белом шоколаде, творожный, ягодный – это очень вкусно. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!